Привет! Ты заглянул на канал про кино. В этом видео подборка самых заметных сериалов июля. Здесь и мрачные триллеры, и атмосферные драмы, и легкие комедии. Все свежее, с премьерами на Netflix, Disney+, и других платформах. Если ищешь, что посмотреть, точно найдешь что-то для себя. Поехали! На границе двух миров, США и Мексики, работает особый отряд. Их задача – находить и задерживать людей, которые скрываются от правосудия в Мексике. Убийцы, наркоторговцы, аферисты – у всех разный бэкграунд. Но цель у мексиканских копов одна – восстановить справедливость. «Охотники на гринго» – это крепкий, взрослый сериал, без лишнего пафоса, но с атмосферой, динамикой и моральным напряжением. И да, основано на реальных событиях. Это первый сезон совместного замеса Мексики и Штатов. В кадре Мануэль Масальва, наиболее известный по роли в сериале «Нарко Мексика». И Эктор Катифакис, лицо, которое ты точно где-то видел. В целом актерский состав – это целый интернационал, как в фильмах Гая Ричи, только без британского акцента. Критики пока в шоке и не определились, а зрители уже ждут второй сезон. Так что если ты любишь истории, где закон и справедливость сталкиваются с реальной жизнью, этот проект точно для тебя. Эстафету принимает французский мини-сериал «Под темным солнцем». Это красиво, стильно и местами довольно мрачновато, но интересно. О чем же история? Главная героиня – молодая мать, которая приезжает работать на ферму в Провансе. Место красивое, жизнь вроде бы начинает налаживаться, но все меняется, когда находят мертвым ее начальника. И тут же подозрение падает на нее. Кто на самом деле стоит за всем этим? И при чем тут она? Титульную роль исполнила Ава Байя. Новое лицо, но справляется очень даже достойно. С ней в команде Изабель Аджани, легенда французского кино, и Гийом Гуи, один из тех актеров, которых сразу замечаешь. Сериал быстро вошел в топ Netflix, обогнав многие громкие премьеры. Зрители хвалят за атмосферу, крепкий сюжет, часто отмечают баланс между драмой, криминальной линией и семейной интригой. «Под темным солнцем» – крепкий мини-сериал, красивая картинка, понятная история, хорошая игра. Формат идеальный, все в одном сезоне, без лишнего. Ну что, устали от скучных сериалов? Про «Она бросила», «Он страдает»? Тогда у нас на повестке новый сериал от Netflix. Главная героиня Джессика, у которой эмоции через край. У нью-йоркской дамочки карьера рушится, а отношения летят в топку. Что делает нормальный человек? Переезжает в Лондон, конечно. И кого она там встречает? Британского рокера Феликса. Искры, химия, стёб и психология в одном флаконе. Сериал «Чересчур» – это не просто роман. Это любовная комедия с драмой, где один постоянно орет, а другой шепчет под гитару. В главных ролях Меган Сталтер, известна по сериалу «Хитрости». Тут она умудряется быть и смешной, и настоящей. Уилл Шарп, британец с лицом поэта и нервами рок-звезды. Он известен нам по сериалу «Белый лотос». И еще куча классных знакомых лиц. 10 серий чистого кайфа. Смотрится на одном дыхании. Сначала думаешь, что за странная пара, а потом, а почему я сам так не влюблялся? Короче, включай, смотри, залипай. Итак, держись за то, на чем сидишь. У нас тут сериал по Стивену Кингу. Да-да, снова он, король страшилок. Подростка-гения Люка Эллиса, который легко решает задачи по физике, похищают и везут в какое-то мрачное здание без окон. Это институт. Там над одаренными детьми проводят не самые дружелюбные эксперименты. Руководит этим балаганом жесткая тетка, миссис Сиксби. И пока дети таинственно исчезают один за другим, Люк строит планы побега. И параллельно где-то там тусуется бывший коп Тим Джеймисон. Мужик, который тоже не лыком шит и явно еще сыграет свою партию. Роль Люка исполнил Джо Фриман. Пока мало где светился, но держится в кадре неплохо. Стоит ли смотреть? Если ты фанат Кинга, любишь загадки и темы «Государство против маленького человека», однозначно да. Если ждешь экшена, взрывов и супергеройских понтов, тогда мимо. Этот сериал про психологию, мораль и мрачную тайну. Сериал «Институт» может и не жжет, но тлеет уверенно. А теперь самый необычный британский сериал 2025 года – «Книжный». Название звучит скромно, но внутри детектив, стиль и атмосфера, как в хорошем романе. Итак, сюжет. Действие происходит в послевоенном Лондоне. Главный герой – владелец антикварной книжной лавки. Казалось бы, все мирно, книги, пыльные полки, чай, но нет, он еще и частный сыщик. Сюжет строится неспешно, но со вкусом. Каждое дело как отдельная глава. Так что сериал скорее для тех, кто любит вдумчивый стиль. В главных ролях Марк Гэттис. Знаете его по Шерлоку, где он играл Майкрофта Холмса. В поддержку ему Полли Уолкер, Блейк Харрисон, Пол Макген, Тим МакИннерни. Все проверенные британские актеры. Каст крепкий. Зрители отмечают атмосферу и стиль. Но кому-то не зашло, что у главного героя гомосексуальность.
На деле это никак не мешает восприятию сюжета. Просто часть его образа и не более. Книжный – это сериал с настроением. Может и не для всех, но точно для своей аудитории. Если ты сейчас в поиске чего-нибудь остросюжетного, с атмосферой, приключениями и золотом, то южнокорейский сериал «Подонки» ждет тебя. События разворачиваются в 1970-х. Настоящая золотая лихорадка. Дядя с племянником решает нырнуть в рискованное дело – охоту за затонувшим кораблем с сокровищами. Команда собирается разношерстная. Ставки растут. И чем ближе золото, тем крепче запах предательства. Кто в главных ролях? Рю Сэн Ньон. Отличный актер, держит планку. Его ты мог видеть в «Плохой матери» и «Перемещении». Эн Сэ Джон запомнился в «Моей стране» и «Температуре любви». Второй план тоже в порядке. Все на своих местах, без лишней наигранности. Отзывы пока не массовые, сериал только вышел. Но уже видно, картинка качественная, атмосфера есть, актеры тянут. Если любишь историю, где надо подумать, где нет абсолютных героев и злодеев, и где каждый шаг может стать последним, попробуй. Неукротимый. Обзор для тех, кто не любит скучные сериалы. О чем сериал? Детективная драма, в которой все начинается с расследования загадочной смерти девушки в Йосемитском национальном парке. Кайл Тернер – агент службы национальных парков США, который копается в этом деле. Но чем больше он узнает, тем больше вопросов появляется. Исчезнувший ребенок, странные легенды и коррупция среди местных чиновников. В актерском составе Эрик Бана – опытный агент, который решает разобраться в этой странной истории. Сэм Нил – старый товарищ, застрявший в своих личных проблемах. И Лили Сантьяго – помощница главного героя, которая тоже столкнулась с трудными выборами в своей жизни. Зрители хвалят игру актеров и атмосферность. Говорят, что операторы сделали сериал. Некоторые находят сюжет местами медленным, но в целом согласны, что смотреть интересно, особенно если любишь загадки и скрытые драмы. Если тебе нравятся неспешные и атмосферные детективы, «Неукротимый» будет отличным выбором. Природа, драматичные повороты и интрига – все это делает сериал интересным для любителей глубоких сюжетов. В общем, советую глянуть. И на завершение сериал с кричащим названием «Жены на охоте». Современный триллер с южным колоритом, где вечеринки, стрельба и тайны переплетаются в один крепкий сюжет. Софи, успешная женщина из Нью-Йорка, переезжает с семьей в небольшой городок в Техасе. Все бы ничего, свежий воздух, размеренная жизнь, но тут она знакомится с харизматичной местной леди. Та приглашает ее в элитный женский клуб, где стрельба по мишеням сочетается с бокалом вина и легким флиртом. И все вроде бы под контролем, пока не происходит убийство. Каст крепкий, и каждый актер в своей роли смотрится органично. Софи О'Нил, Марго Бенц, Дермот Малруни, Кэти Лоус, Джейми Рэй Ньюман. Все с богатым телесериальным бэкграундом. Зрители отмечают интересный сюжет, харизму персонажей и атмосферу. Сериал не претендует на революцию в жанре, но смотрится приятно. Хороший выбор, если хочется чего-то о тайнах, отношениях и двойной жизни в красивой обертке. Вот такие сериалы вышли в июле. Каждый со своим характером и настроением. Пиши в комментариях, что уже смотрел и что добавил в список. Не забудь поставить лайк, подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить свежие подборки. Всем пока-пока, услышимся!